Всем доброй ночи. Итак, сегодня я подарю вам ритуал, очень интересный, очень сильный. И за основу взята каббалистическая магия. Что такое каббалистическая магия? Многие считают, что это цифры, это магия цифр, которая очень многое значит и многое меняют в судьбе человека и целых наций. Да, отчасти это так. Но на самом деле каббалистическая магия – это не только цифры. Многие называют это еврейской магией. Отчасти правда, но кто такие евреи? Евреи – это хананейские племена. Племена из Междуречия, которые после слились, конечно, со многими народами Востока, и не только. И Каббала, она вошла и в религию, и в культуру. И вся Тора основана на Каббале, то есть закон еврейского народа. По сути, это магия хананейская, магия халдейская, потому что евреи находились в плену вавилонском многие века. И поэтому очень много взяли из вавилонской магии. После евреи находились в плену в Египте. И очень много взяли из египетских книг мертвых и книг богов. То есть религия евреев и очень многие песнопения, очень многие, скажем так, псалмы, посвященные Богу евреев, да, Яхве, он был покровитель евреев, к несчастью для них, потому что это злой Бог, Бог зла. Но как бы там ни было, многие посвященные Богу псалмы и прочие стихи в Торе, а потом в Талмуде, а после и Библии, и после Ветхий Завет, и Новый Завет, который вообще за основу взят это все. Много из этого взято именно из египетских песнопений, из египетских посвящений богам, переделано, переписано на свой лад. Но это не удивительно, мы с вами уже говорили на эту тему, что очень многое, которое выдается за определенную как бы культурную ценность, оно очень может быть взято и взаимствовано у других народов, так и у евреев. Так что магия Каббалы имеет очень глубокие корни. Сегодня мы с вами обсудим такое понятие, как абракадабра. Ну, из фильмов, из сказок, из мультиков, я думаю, вам это слово знакомо. Абракадабра, вот хочу то-то, пусть будет так-то. То есть как бы слово, которое призывает желаемое, да? Магическое слово абракадабра. Откуда это слово произошло, и вообще это понятие, что это вообще такое? Есть множество версий, я вам сейчас некоторые из них скажу. Первый вообще раз это слово абракадабра встречается во II веке нашей эры. И встречается в трактате «Медицина Приотерта» одного из врачей императора Септимии Севера. Звали его Симонника. И там сказано, что это слово лечебное в медицине. Медик говорит, что это слово лечебное, его нужно переписывать и читать 11 раз, и читать таким образом, чтобы каждый раз отнимать по одной букве, чтобы в итоге получилось как бы в конце. Я вам сейчас покажу эту формулу. Это древняя формула. Вот смотрите, вот таким вот образом, видите?
абракадабра, потом бракадабра, ракадабра, акадабра, кадабра, адабра, дабра, абра, бра, ра, а. Почему есть версия и о египетском происхождении? Потому что в конце бог Ра, бог солнца, бог справедливости и доброты выступает в итоге. То есть он подытоживает, закрывает эту формулу. Но к этому мы доберемся. И сказано, что там, если читать 11 раз таким вот образом, то злая сила теряет свое влияние над телом человека, и это помогает человеку быстрее выздороветь. Эта формула есть, кстати говоря. Если вы принимаете лекарства, или вы лечитесь, или вы оперируетесь, вы можете таким образом выписать у себя и читать 11 раз, каждый раз перед приемом лекарства. Тогда ваш организм активизируется, и лечение проходит лучше. Это формула врача Септими Севера Симонника. И оно работает, проверено. Это первый совет вам сегодня. Следующий. Значит, Талмуд говорит следующее, что абракадабра – это слово, которое как бы молитва, мольба, просьба к Отцу. И правильно звучит оно таким образом. Абатабари, что с древнеарамейского переводится как обращение к истинному Богу. Еще одна версия. Вторая версия, что это все-таки язык кельтов, и что Абар – это Бог, а Кат или Каб – святой. Третья версия. У мусульман есть такое понятие, как Кааба. Слышали? И Бог, Аллах, что это искаженное слово Аллах и Кааба, что вместе получается абракадабра. Это еще одна версия. Следующая версия. Высшее божество в индуизме. Абраксака или Абраксаса или Абраксас. И искаженном виде, в общем, дошло до нас как абракадабра. Высшее Я, высшее божество. Дальше. Есть еще одна версия древнееврите. Абрак ад хабра, что означает «мечи свою молнию даже в смерть». То есть это нечто, что бьет в цель и способно обезвредить любую силу против тебя. Еще версия о том, что это египетское божество. И если разделить это слово, то получается Абр, бык, Акхат или Абрат, солнце. Бык и солнце. А мы знаем, что очень часто на коронах египетских богов изображается корова или бык, и между рогов держит диск солнца. Тоже вероятная версия. Дальше. Одно из имен древнего божества, которое соответствует созвездиям Тельца. То есть божество, дающее славу, деньги, имущество и прочее. И халдейская версия, которая означает «абаде де дабра», что в переводе может означать как «сгинь как слово» или «растворись как слово», или «иди к цели как слово». То есть словом материализуйся. Которые из этих версий правильные? Я вам скажу, все эти версии правильные, потому что мы знаем
что существовал праязык человечества, существовала прарелигия человечества, что было великое переселение народов. И все эти версии передавались от одного народа к другому, перекочевывали с одного места на другое, с одной культуры на другое, с запада на восток, с востока до Азии и так далее. И определенные понятия, определенные названия, определенные мистические термины и мистические слова, которые в древние времена играли особую роль. А я вам говорила, что мы не первая цивилизация, которая погибла, мы же 6-я цивилизация. Вот эти все понятия, эти все религиозные догматы, названия божеств и прочее, все, что вытекает отсюда, передавалось отсюда туда, оттуда сюда. Поэтому все эти версии имеют право на существование. Но я склонна думать, что это пошло из халдейской вот этой вот империи древней по всему миру. И распространители были, в принципе, хананейские племена, которых мы прозвали евреи. Так вот, вот они по всему миру это понятие разнесли. И именно поэтому в их культуре это и осталось. И именно поэтому приписывают именно евреям понятие абракадабра, что это идет из Каббалы. А на самом деле имеет более древние корни. Да вообще Каббала, она сама по себе именно ведет свое начало с тех шумерских, халдейских времен. Итак, что нужно для этого? Этим ритуалом вы просите денежное довольство. Вам нужно определенный период выжить, подняться, вам нужно получить карьерный рост и прочее, прочее. Что для этого делается? Цвет красный, цвет крови, цвет нашей связи с предками, цвет черный – это цвет тьмы, цвет таинства, мистики, магии и так далее. Если у вас есть как бы другой вариант, имею в виду подсвечники или как-то еще, можете таким образом сделать. Просто для меня это удобно. Вот песок, свечи, так удобнее. Их располагайте вот в таком положении. 2 черные свечи, посередине красная свеча. 2 красные свечи, посередине черная свеча. Секунду. Зажигаем свечи. Готовьте 3 монеты. В какой стране нет монет, возьмите 3 камня. Их называют полудрагоценные, честно говоря, я не согласна, потому что полудрагоценных камней нет. Просто эти камни уже не редкие, как в древние времена. Я бы сказала, более доступные камни. Тогда так больше подходит, чем называть их полудрагоценными. Нелепо звучит. 3 камня, но не просто камни, взятые где-то, а именно, поняли, да? Бирюза, там сердолик, что еще можно? Любой камень. Это к тому, когда люди говорят, вот у нас нет мелочи в стране, как нам откупаться, что делать? Камни. Покупайте маленькие камни, вот, и откупайтесь камнями, потому что вы должны отдать духом энергию, камни тоже обладают энергией. Нет монет, берите камни. Итак, и мешочек. У меня спрашивают, а можно ли красить свечи фломастером, еще чем-то? Нет. Воск должен быть изначально крашеный. Так нужно. Цвет играет не последнюю роль в магии. Я об этом вам рассказывала, говорила. Не заставляйте меня постоянно повторять. Я не считаю, что это правильно и это нужно. Одно и то же говорить миллион раз. Нет и нет. Если вы хотите, чтобы получилось как надо, делайте, как
Я говорю, если нет у вас возможности заказывать разноцветные там свечи и прочее, значит, проведите другой ритуал. Второй момент. Все время говорят, будут ли предсказания. Послушайте меня. Знаете, что я заметила? Вот я делаю заранее предсказания, да, и все эти магуйки, все супер-экстрасенсы, да и вообще многие сейчас встречают мои слова, немножко видоизмененные, встречают у различных существ. Все они ждут, как только у меня выходит прямой эфир, что будет в следующем году, они тут же это берут на вооружение и говорят то же самое. Мне это надоело. Я сделаю предсказание чуть позже, чтобы не успели они у меня взять. По крайней мере, если даже возьмут, это уже будет намного позже. Посмотрим, что они сейчас будут балакать, потому что все ждут. Это уже не первый случай. Я заранее делаю предсказания, они берут мое и говорят одно и то же практически. Понятное дело, что такого доверия, как к моим предсказаниям, к их этому лепету нет, но мне неприятно. Знаете, одному это дано, один тратит свое время, силы, энергию, здоровье, помогая людям и говоря им, что будет и к чему готовиться, а другие просто на готовые это берут, рассказывают немного другими словами, буквами, да, и запятые ставят тут или там. И выходит, что это их версия якобы. Итак, начинаем. Здесь нужно будет назвать, что вы хотите. Либо вы хотите сумму, либо вы хотите машину, либо вы хотите карьерный рост. Вот называйте вот эту вот работу и прочее. Это ритуал направлен на материальное благо, материальную ценность. Поэтому здесь ни любовное, ни что-либо другое не подходит. Начнем. Именно благодаря таким работам мы с вами пережили этот кризис. Если помните, я надеюсь, что все-таки больше благодарных людей, чем наоборот. И 2020 год, все трудности вместе с вами наравне прошла и я. И помогла вам выжить. В то время как другие занимались всякой херней, и киданием карт, и продаванием каких-то нелепых амулетов, я абсолютно даром дарила вам инструкцию для выживания. Я надеюсь, что когда-нибудь вы это будете помнить. Итак, начнем. Просто людям присущая, знаете, присущая неблагодарность. Увы, время это доказывает. Начинаем. Зажигайте эти свечи и вначале произносите эту формулу. Еще раз покажу, как нужно ее выписать, чтобы легче было читать. Вот таким образом. Абракадабра, бракадабра, ракадабра, акадабра, кадабра, адабра, дабра, абра, бра, ра, а. Абракадабра, бракадабра, ракадабра, акадабра, кадабра, адабра, дабра, абра, бра, ра, а. Абракадабра, бракадабра, ракадабра, акадабра, кадабра, адабра, дабра, абра, бра, ра, а. Когда вы это читаете, нужно вначале читать 3 раза. У вас начнется немножко головокружение, потому что это очень сильная формула. Понимаете, как те слова, которые читались тысячелетиями, они подпитываются человеческой энергией. И энергией духов в том числе. Они сильны. Вот почему люди ищут, например, старинные заговоры, старинные книги. Потому что их читали, произносили тысячелетиями. И понятное дело, что
то, что сейчас, и то, что тысячи лет назад, имеет большую разницу. Именно поэтому я создаю свои работы на основе древних знаний, иногда древних заговоров. Поэтому они работают. Или внедряю в свои работы древние заговоры. Итак, 3 раза произнесли и говорите. Да, полностью читать нужно этот заговор 4 раза. В Кабале, да и вообще в древних и магических направлениях цифры имеют значение. Не просто так выбрано 6 свечей, 3 монеты, читать 3 раза в начале и читать общую формулу 4 раза. Начнем. Сойди с небес на мой алтарь. Дай мне позволение получить мое желание. Абракадабра, бракадабра, ракадабра, акадабра, кадабра, адабра, дабра, абра, бра, ра. Крылатый и быстрый, спустись на мой алтарь. Направь стрелу на нужную цель. Отдай мне то, что я хочу получить и забрать себе. И назовите эту цель. Но я сейчас назову для себя, чтобы вы не слышали. И продолжу. Назвала свою цель. Абракадабра, бракадабра, ракадабра, акадабра, кадабра, адабра, дабра, абра, бра, ра, а. Получилось, свершилось, заклято. Еще раз. Абракадабра, бракадабра, ракадабра, акадабра, кадабра, адабра, дабра, абра, бра, ра, а. Абракадабра, бракадабра, ракадабра, акадабра, кадабра, адабра, дабра, абра, бра, ра, а. Сойди с небес на мой алтарь, дай мне позволение получить мое желание. Абракадабра, бракадабра, ракадабра, акадабра, кадабра, адабра, дабра, бра, абра, бра, ра, а. Крылатый и быстрый, спустись на мой алтарь, направь стрелу на нужную цель. И дай мне то, что я хочу получить и забрать себе. Назвали. Получилось. Извиняюсь. Абракадабра, бракадабра, ракадабра, акадабра, кадабра, адабра, дабра, абра, бра, ра, а. Получилось, свершилось, заклято. Еще раз. Абракадабра, бракадабра, ракадабра, акадабра, кадабра, адабра, дабра, абра, бра, ра, а. Каждый раз по одной букве уменьшаете. Вот так пишите формулу. Это для тех, кто не понял, как это произносится. Абракадабра, бракадабра, ракадабра, акадабра, кадабра, адабра, дабра, абра, бра, ра, а. Абракадабра, бракадабра, ракадабра, акадабра, кадабра, адабра, дабра, абра, бра, ра, а. Сойди с небес на мой алтарь. Дай мне позволение получить мое желание. Абракадабра, бракадабра, ракадабра, акадабра, кадабра, адабра, дабра, абра, бра, ра. Крылатый и быстрый, спустись на мой алтарь, направь стрелу на нужную цель. И дай мне то, что я хочу получить и забрать себе. Абракадабра, бракадабра, ракадабра, акадабра, кадабра, дабра, адабра, дабра, абра, бра, ра, а. Получилось, свершилось, заклято. Произносить нужно 4 раза, я произнесла 3 раза. Объяснила вам, каким образом и так далее. Когда свечи догорят до определенного уровня, потушите эти свечи, огарки свечей возьмите вместе с монетами, в мешочке храните. Спрячьте где-нибудь. Когда все сбудется и все получится, идете в лес, в парк, в общем, под дерево. Оставляете красное вино, выплесните немного на землю, поставьте рядом, откройте мешок, прям высыпьте все содержимое туда, мешок забирайте обратно домой и говорите: откупаюсь, и уходите. До следующей мечты.
Когда у вас получится, просто откупитесь и дальше просите, когда вам что-то нужно. Еще раз говорю, это касается материальных ценностей, карьерного роста. Это может коснуться судебных дел, если там материальная ценность, если вы должны отсудить, забрать себе материальную ценность. То есть это не касаемо каких-то разборок там внутрисемейных, с соседями и так далее. Все, что касаемо материальных ценностей. Назвать, что вы хотите, или назвать сумму, или назвать «хочу выиграть суд, который там мне, и чтобы мне присудили то-то и это, или дали». И так далее. Для личной мести нельзя это использовать, для любовной магии тем более. Я надеюсь, вы меня поняли. Тем людям, которые я это дарила когда-то, многие ритуалы, которые я вам дарю, я дарила людям в течение многих лет. Переписывали, записывали, проводили. Некоторые из них я усовершенствовала, улучшила, усилила для того, чтобы дать более широкой массе, и публике. И эти люди за короткое время получали то, что хотели. Теперь я вам даю многие из них, проверенные уже годами вещи. Проведите. Уже перечислила, в каких ситуациях этот ритуал помогает. Всем удачи!